Его нашла какая-то бездомная в кустах. Она принесла мальчика в больницу, где его осмотрели и передали органам опеки. В полицию никто о пропаже ребенка, подходящего под описание, не сообщал. На вид ему было около 2-3 лет. Он был совершенно здоров, но еще слишком мал, чтобы рассказать о себе. Так он попал в детдом. Мальчик был тихим, поэтому его и стали звать Тихоном, рассказала воспитательница. Вот только иногда он вскрикивает по ночам. Грибовы отправились к директору, где должны были сообщить о своем решении. По дороге женщина шепнула мужу, что хочет взять мальчика. Он удивился, ведь она мечтала о девочке. Но Люба сказала, что привязалась к нему. Юра недоумевал, как это могло произойти за такой короткий срок, но возражать не стал. Когда они зашли к директору, их сразу предупредили, что мальчик не до конца адаптировался и с ним могут быть проблемы. Но супруги были готовы ко всему. Теперь им нужно было лишь собрать нужные документы. Когда все было готово, Люба с Юрой забрали Тихона домой. Они уже знали, что в первое время нельзя ломать привычный ребенку распорядок дня, чтобы он меньше переживал из-за новых условий. Поэтому в нужное время его отвели в ванну. Когда мальчика купали, женщина заметила у него на лопатке необычное пятно в форме ромба. Вскоре Тихон уснул, а Люба начала разговор с мужем. Она вспомнила случай из детства, когда один из дворовых хулиганов начал приставать к Асе Журавлевой. У девочки было родимое пятно на руке, а Петька говорил, чтобы она его отмыла. На что Ася отвечала, что это отметка ей на память от аиста. За это ее даже прозвали аистенком. Юра понял, на что намекает жена, хотя не был уверен, что родимое пятно Тихона как-то связано с их подругой детства. Все могло быть простым совпадением. Вот только женщина никак не могла выбросить это из головы. Интуиция подсказывала ей, что нужно докопаться до правды. Она решила позвонить бывшей однокласснице, которая была старостой и все про всех знала. Домашний номер телефона Иры до сих пор хранился в записной книжке. Люба не думала, что она до сих пор живет по этому адресу, но ей повезло, одноклассница почти сразу взяла трубку. Какое-то время ушло на приветствие и объяснения, а затем Люба начала спрашивать, не знает ли Ира, как сложилась жизнь других одноклассниц. Ведь она до сих пор жила в родном городе. Женщина начала рассказывать то, что знала. Оказалось, что с Асей Журавлевой судьба обошлась жестоко. Она вышла замуж, вот только муж оказался изменщиком, и они разошлись. К тому же у нее еще в младенчестве кто-то забрал ребенка. Тогда в городе много об этом говорили, но Люба с Юрой уже переехали в Москву и ничего об этом не знали. После случившегося родители Журавлевой буквально угасли. Вскоре их не стало, а сама Ася начала сходить с ума. Муж без лишних раздумий попытался сдать ее в психиатрическую больницу. Вот только в отделении работала тетя одной из одноклассниц, и она помогла ей доказать, что с ней все в порядке. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.